какой-то день карантина. И оставаться в городе становилось все страшнее и страшнее. Даже обычный поход за продуктами стал выглядеть вот так. Когда в магазинах установили дезодоранты на дверях, И когда людей начали вылавливать щипцами. И я понял, что города и мегаполисы обречены. И я принял решение переехать подальше от цивилизации в глушь леса. Туда, где меня не достанет эта зараза. И сегодня я вам покажу, как можно построить землянку в глухом лесу возле реки. Труба нагрелась сильно шутку. Ее нам это удастся. И она будет тепленькой. на эту крайне важную операцию со мной пошел мой напарник Санек. Для того, чтобы нас не рассекретили, мы выбрали максимально тихий и скрытный транспорт – велосипед. Мы очень долго совещались и спорили по поводу скрытной дислокации нашей штаб-квартиры землянки. Та ні, давай же от тупо туди вирубуємо. Ну и наконец выбрали этот участок земли, чтобы превратить его в настоящее убежище. А там печку. Когда мы наконец определились с местом и начали копать, то нас уже было не остановить. Для нашего строительства мы планируем использовать по максимуму окружающую среду и подручные материалы. Наше убежище должно быть достаточно высоким, чтобы я со своим 1,90 м не снес крышу головой, скрытым от любопытных глаз и труднодоступным, чтобы в него не вторглись выжившие. Сначала крышу мы решили делать плоской, чтобы ускорить и упростить работу. Мы покроем ее клеенкой и засыпем песком и землей для маскировки и теплоизоляции. Кстати, землянка – это один из древнейших и повсюду распространенных видов утепленного жилья, известного с эпохи неолита. Внутри обычно находился очаг и нары вдоль стен, так же будет и у нас. А выбор места рядом с водоемом был обусловлен наличием плавающей пищи и красотой. А пока тут Саня копает тоннель до Китая, я решил начать пилить бревна для будущей крыши. Для этого я воспользуюсь цепной походной пилой. На удивление, несмотря на свою компактность, она очень эффективна, намного эффективнее обычной пилы. Дело в том, что благодаря большему пятну контакта спил происходит как минимум в 2 раза быстрее стандартной пилы. Саня только что зайца видел! Охренеть, я не знаю, попал ли он в кадр. Тут можно еще будет охотой заняться. Как по мне, то единственный минус этой пилы это лишь то, что ее часто зажевывают. Вот там он был заяц, и туда поскакал. Я так распилил, не увидел, что здесь сук был твердый под мхом. Но дерево полностью сухое. Какой веселый коренец. А Санек решил тут нарубать дров для нашей будущей печки. Все тут мягко. Я себе чуть ноги не поломал. Санек поломал топор, поэтому мне пришлось вырывать этот корень руками. І так буде з кожним. Это будет символ нашего домика. Мы настолько глубоко докопались, что нашли тут чужого. Это подземная херота или что это вообще такое? Еда. Да ладно, шучу я, ты будешь нашим домашним питомцем. Не, это точно дитя чужого. В общем, на сегодня у нас получилась такая пока что заготовка под наш домик. Будет все обшито потом деревом, по стенам, по потолку, по полу и печечка. А на сегодня мы, наверное, уже закругляемся. Так старался, что натер себе вот такие водянки. А это что, бобры? Чувак, зубы, это бобры! Такое, как качан от яблока загрызен. И следы зубов такие, жесть.
Сегодня продолжаем строительство нашего домика. С Вовой он конкретно так подготовился, что я его даже не узнал. Уже первые поломки. А это будущая печка. Наконец-то приехали, так спрятали место, что еле нашли сами. Да, уж на велике я еще, конечно, кирпичи не возил. Для строительства нашей печки. Чтобы потом превратить наш домик в баню. Еще там часть у Вовы. Сегодня мы собираемся сделать крышу нашей землянки. И она как раз должна быть примерно в рост человека, чтобы можно было в ней стоять. То есть, возможно, еще на один штык придется углубиться. И здесь у нас будет печка. Пробуем сделать дымоход в почве. Будем очень надеяться, что песчаный грунт не завалит. Мы сразу думали здесь сделать плоскую крышу, но специалисты сказали, что плоская крыша будет протекать. Поэтому придется делать двускатную. То есть нужно сейчас найти какое-то большое сюда бревно поставить. На него уже как-то думать крышу. Еще же нужно сделать так, чтобы она была замаскирована. И где-то подальше отсюда думаем сделать дымоход. Правда, пока что понятия не имею, как мы будем его прокапывать. Следы от зубов. Видимо, собирались плотину здесь строить. А потом увидели, что дерево короткое, речку не перекроет, и передумали. А здесь наша будущая крыша лежит. Но это все дрова, это на крышу. Сейчас их будет больше. Я искал ровное бревно, чтобы подходило для основания крыши, для конька. Думаю, это идеально подходит, но практически идеально ровное. Пилил такое бревно, сам фиг потащу, очень тяжелое. Сделал только что такое поперечное бревно, у него будет сложиться основной конек. Вот слушай, вот тут вот эта ветка, вот сюда вы, конечно, положили это бревно, было бы очень прикольно. Прям. Так поставили эту балку, сейчас на нее будем ложить конек. Сейчас попадаем чуть-чуть. Нужно трамбовать. Крыша должна выдержать. Смотри, не упади. Сейчас у нас осталось это дерево чуть обстругать. А судя по всему, здесь то ли полинял кролик или заяц, то ли его сожрали. И вполне вероятно это тот, которого я вчера видел. Я думаю, хватает ли тут высоты с этой штукой, с этой балкой. Если под ней стать, то под ней комфортно ходить? Ну, под ней это да. А, ну. Хватает высоты, это нормально. Можно еще чуть-чуть там сантиметров 5 убрать, тоже ширины. Просто печку куда? Печку, вот думаю, сюда вот. Так вот, чтобы она чуть торчала, Вот до сюда, чтобы она была эта печка. Может, по ветке пойдешь? Знаешь, мне кажется, что, наверное, вот здесь надо чуть поднять. Ну, здесь вот как бы эта трещина, это прыгну, она как бы вот так вот. Ну, понятно, что будет делать, надо какое-нибудь дерево. Вот это вот. Перестарался. А, такого же тоже ничего не надо делать. Только бух. Черт, да, перестарался, конечно. Другой бревно искать, черт. Осторожно. Я решил заменить бревно для безопасности, все-таки на нем будет вся нагрузка крыши. А тем временем подтянулся Саня на подмогу. Начал копать вытяжку для печки, нашел здесь муравейник. Выкопали вот такой вот туннель. Просовывай, Сань. Да ёлки, ты прикалываешься. Я ж свечу, не видно, не? Тоннель пришлось копать примерно 2 метра глубиной, поэтому это было довольно-таки нелегко. Я копал его одновременно с двух сторон, боялся, что не попаду, чтобы их соединить. Вот что у нас на сегодня получилось. Немного, конечно. Мы больше отмеряли, думали, как же его сделать. Но я очень рад, что получилось сделать дырку для печки. Она как бы сквозная теперь. Будем надеяться, что она потом во время эксплуатации не завалится.
Третий день строительства нашей землянки. Делаем печку. И сейчас будем вырезать болгаркой нашу заготовку под печку. Мы решили упростить конструкцию печки и сделать ее металлической. Но камни мы тоже используем для аккумуляции тепла. Если вам зайдет это видео, то позже мы усовершенствуем печку и превратим нашу землянку в настоящую лесную баню у реки. Вот такая у нас будет крышка, сейчас будем отрезать. А тут нужно чуть загнуть, чтобы щелька такая была замочена. То есть вот так, понял, тяга нормально. И Саня предложил вырезать дырку для трубы электродами. Осталось приварить ручку и печка готова. Теперь выезжаем с печкой на багажнике в магазин стройматериалов. По пути увидели перевернувшуюся скорую, в нее въехал этот бусик Мерседес. В общем, купили сейчас на стены обшивку. Изолон и клеенка. Мы решили попробовать изолоном обшить стены для начала испытать, потому что для бани нам нужна будет более серьезная теплоизоляция от сырой земли. Наконец привезли на место груз. У Сани в бауле еще глина для строительства печки. И еще взяли запас питьевой воды. В днище печки еще сделали пропил для лучшей тяги. Это уже начинает быть похоже на землянку. Мы вот взяли еще трубу для вытяжки, но это временно, нужно же проверить тягу, а труба все равно быстро прогорит. Потом я планирую сделать трубу из камней и глины, выходящую в земляную трубу. А сейчас я замешу глину с песком, чтобы загерметизировать вытяжку. Кстати, каменные и кирпичные печи делают из глиняного раствора, потому что он более стойкий к высоким температурам, чем цемент. Это все наша будущая крыша. Такая вот у нас вырисовывается картина крыши. По ней уже даже можно ходить спокойно. Уже вырисовывается какой-то домик. Одна сторона крыши, можно сказать, уже закончена. Осталось только заделывать все щели и можно засыпать уже. Там будет вытяжка от нашей печки. Теперь заделать тут щели. Можно будет спокойно теперь засыпать. Для надежности еще прикроем все пленкой. Санек занимается порогом. Теперь нужно продумать систему стока здесь. Песок более-менее утрамбовал. Я надеюсь, что каша-мелаш уже получается. Она раствориться должно как раз было, стать более-менее однородным. Такая каша-малаша, как в детстве. Вот кстати, так выглядит крыша сейчас. Сейчас будем проверять, если у нас тяга. А в чем прикол? Туда утягивать прям все жестко. Круто, короче, получается у нас все вроде. Пойдем глянем, что там получается у нас на улице. Тут холодно. Наш дымоход. Пламя идет от дымохода, чтобы ты понимал. Да ты говорил, что не сильно будет горячо тут. Да, тут шашлыки можно жарить. Здесь действительно становится очень уютно сидеть. Тепло, потрескивает печка. Она настолько раскалилась, что дерево просто зажигается при касании, как спичка. Накалилась так нормально труба. Прогорит, походу, за 2 раза.
попробуем замерить температуру снаружи и внутри. Вот снаружи 9,8 градусов, внутри уже, думаю, там за 30-ку. Этот камень я сделал для того, чтобы перекрывать чуть-чуть поддувало, чтобы не настолько активное было горение. А внутри уже все 35. Турбан нагрелся вообще не на шутку. Паук вообще в шоке. Жил. Тут вдруг такая Ташкент наступил. Банька. Нужно что-то переделывать, думать с дымоходом, потому что у нас большая часть тепла уходит как раз в трубу. Сегодня мы закончили, сейчас вот так вот спрятали наш домик. Также мы заметили, что здесь очень много рыбы, сколько волн. Прям скачет рыба. Так что если вам зайдет этот видос, и он наберет хорошее количество лайков, то мы здесь заснимем рыбалочку и запечем рыбу в нашей печи. Як-то херово. Давай заново. Здесь, походу, еще есть андаторы, бобры. Ну, видимо, далеко от города, так что здесь зайцы, возможно, лисицы. Приехал сегодня с утра еще раз к землянке, чтобы закрыть ее от ливня. Сегодня передают ливни жесткие, поэтому нужно доделать наше окошко в крыше и сделать хорошую дверь. Ну и спонсор нашего путешествия — грузоперевозка на велосипеде любой сложности. По Полтаве, а теперь и области. Так что обращайтесь в комментариях. И здесь я привез еще кирпичей для строительства печи. Это чтобы не постарать багажник, но я смотрю, не помогло. Вот так мы оставили в прошлый раз окошко здесь. Немножечко примаскировали ее ветками. Но двери у нас по-прежнему нету. Подбрасывал ветки. Да не нравится, конечно, мне как Саня сделал вход здесь. Нужно будет все переделать. Вот мне очень эта дырочка не нравится. Сейчас нужно будет что-то с ней придумать, сделать. А здесь решил сделать лючок как раз над печкой, чтобы, если что, можно было проветривать быстро. Пока не знаю, как я его реализую, чтобы он плотно закрывался от дождя, что-нибудь придумаю. Производственная травма. Только что ломал бревно, соскочила зараза. Да, пошла креветка. Начала работать без перчаток. Вторая уже заноза. Надеваю перчатки. Сегодня я без топора, поэтому лопата мой топор. Здесь будет скоро люк. Надеюсь, получится. Делать специально такой большой нахлёст, чтобы вода не просачивалась в пластины, потому что я пока что оставляю такую вот дырку, потом здесь сделаю люк. Главное, от дождя защита уже есть. Теперь нужно организовывать здесь нормальный и адекватный вход. В общем, что-то такое у меня получилось, но мне не нравится, как оно выглядит. В том плане, что сильно палевно, привлекает внимание. Поэтому мне пришла сейчас мысль в голову запачкать его все глиной, чтобы оно не блестело. С обоих сторон, наверное, потому что сверху глина смоется быстро дождем. Так что сейчас буду пробовать. Кисточки у меня, естественно, нету с собой, поэтому я использую старые Санины штаны вместо кисточки. Прямо сейчас напишите в комментариях, как вы думаете, у меня получится или нет замаскировать ее. Что вот такое у нас получается. Добавим еще песочка. И в принципе маскировочка получается. Дикая природа во всей красе. Красавица грелась на солнышке. А я ее потревожил. Ай! Еще умудрился накинуть эту колючку. Такая получилась у меня дверь, и мне пришла мысль в голову. А почему бы мне не превратить ее в навес? Такой вот получился домик у меня.
А вот как он выглядит изнутри. Здесь мы сделаем 2 кровати, чтобы можно было спать. Стены обошьются все вот этим вот. Печь я полностью переделаю, и будет здесь баня. С этим навесом на самом деле так уютненько выглядит. Ребят, напишите в комментариях, только мне это напоминает рождение человека. Здесь там прохладно, так вообще жесть. Сейчас здесь 21 градус на улице. Сейчас посмотрим, что внутри. А внутри температура всего 10 градусов. Ребята, если вам интересно, как из этого получится баня, и как мы в ней будем париться, то, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь, и все будет. Также в следующей серии я покажу, как я переделал печку. И вы увидите, переживет ли эта землянка дождь. Я буду находиться прямо в ней во время дождя. Да, это не точно. Пишите под видео в комментариях идеи для продолжения данного проекта. А еще мы собираемся построить лодку и пойти вот отсюда на рыбалку. Как вы уже видели, здесь очень много рыбы. А еще вы увидите, как я здесь создам комфортные условия для ночевки и проведу здесь ночь. Ну вот так вот я замаскировал вход. А сейчас подписывайтесь, чтобы не пропустить следующую серию. Будьте здоровы и до встречи в следующем ролике.